Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги и все, кто следит за делом Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. Я, юрист Валерий Табаков, продолжаю разоблачать дезинформацию, которую распространяет так называемая группа поддержки Зинченко под руководством Татьяны Мусихиной. Эта группа позиционирует себя как единственный источник правды, но на деле занимается просто сбором донатов под ложными предлогами, вводя в заблуждение общественность. 19 января 2026 года в их эфире, это TikTok-стрим Мусихиной, прозвучали прямые утверждения, направленные против меня и в пользу их версии событий. Ключевые отрывки из этого эфира, где они настаивают, что доверять стоит только им, а не мне или другим независимым источникам. Сейчас мы их посмотрим. Что там по содержанию вы услышите. Они говорят, что не слушайте Табакова, его выдумки. Он предатель, который только сеет сомнения, мешает нашей работе. Правду вы узнаете только у нас, в группе поддержки. Мы единственные, кто действительно помогает Славику и его семье. Все остальные это фейки и провокаторы, которые хотят навредить делу. Сейчас посмотрим. Така брудна заява була Табакова, що я вас прошу, люди добрі, не вірте йому. Відписуйтесь, це людина, яка, мабуть, продалася вже повністю фаріоністам. И я вас очень прошу. Вот, друзья, это был отрывок. И в том же эфире они уверяли аудиторию в положительных новостях по делу, чтобы стимулировать донаты на карту матери Вячеслава, с которой, по их словам, средства идут исключительно на правовую помощь. Смотрим дальше. Не слушайте продажные львовские СМИ. К сожалению, они настроены так, чтобы выхватывать лживую информацию и ее транслировать, а ни в коем случае не говорить правду, потому что только с одного источника, который присутствует во Львове, я не буду называть имя, фамилию, потому что, не стоит. Только с одного источника из тех, кто присутствует на суде, можно прочесть правду, которая есть. Адвокаты, мы знаем, что болеют. Игорь уже Сулима идет на поправку, и он будет в суде. А второй адвокат, к сожалению, не будет присутствовать. Возможно, будет онлайн, возможно, нет. Потому что, состояние там здоровья не особо пока. Но мы желаем ему, конечно, скорейшего выздоровления. Желаем им не болеть. И желаем им на все 100 выкладываться в суде, защищая нашего мальчишку. Вот, друзья, то есть мы услышали, что адвокат Сулима уже выздоровел и полностью готов. Он обязательно якобы будет присутствовать на заседании суда сегодня, 22 января 2026 года. Они утверждают, группа, которая называет себя группой поддержки Зинченко, что они делают все правильно и рассчитывают благодаря вашим донатам, так сказать, доказать невиновность Славика, поскольку только у них вся правда, и вы не должны не верить никому другому. Однако, друзья, реальность оказалась совсем иной. Как вы знаете, и как сообщил канал «Говорит Великий Львов» в своем репортаже от 22 января, то есть от сегодняшнего 2026 года, заседание в Шевченковском районном суде Львова было перенесено во второй раз подряд. Именно из-за неявки обоих адвокатов Зинченко, включая и Игоря Сулиму. То есть мы смотрели
отрывок. Там в отрывке вы услышали, что Мусихина заявляет, что Сулейма практически здоров, и он обязательно будет участвовать в судебном заседании 22 января, то есть сегодня. Но, как мы увидели, Сулеймы не было, и заседание было перенесено. Это подтверждает, что заявление Мусихиной и ее группы – это чистая ложь, направленная на сбор средств, которые, судя по всему, тратятся не на адвокатов, а на личные нужды, включая турне во Львов с посещением ресторанов и распитием коньяка. Наконец, дочь покойной Ирины Фарион, София Особа, в своем комментарии для СМИ прямо указала на то, что такая тактика – это сознательное затягивание дела со стороны адвокатов Зинченко. Вот ее полная речь из репортажа «Говорит Великий Львов» и публикация «Экспресса ТВ» от 22 января 2026 года. Смотрим. Хочу подякувати журналістам, які приходять на судові засідання, незважаючи на те, що вкотре це судове засідання перенесено. Сторона Зінченка вибрала собі таку тактику затягування судового процесу, бо розуміє, що вже скоро буде кінець і їхній підзахисний Зінченко сяде довічно. Але вони не розуміють одної простої причини. Кожне судове засідання, їх вже було понад 37. Я приходжу сюди і відчуваю дуже сильний біль, бо він мене повертає до 19-го року. Але майте на увазі, що ми з вами дуже сильні, і ми зробимо все, що того покидька посадить за зграти. Як минулого разу ми мали заслухати, подивитися його телефон та все, що було в нього в комп'ютері. Тобто ті дані, які ми з вами не проаналізували на всіх 37 засіданнях. Тобто там все є, і його адвокати затягують. І я ще хочу сказати, якщо ти знаєш, що ти не прийдеш на судове засідання, чому ти за півгодини до судового засідання дзвониш і повідомляєш, що тебе не буде? Ти що не знав вчора? Це просто елементарна людська неповага до всіх нас, які хочуть справедливого рішення суду. Вот, друзья, мы узнали о том, что адвокат Сулейма просто за полчаса до начала судебного заседания позвонил в суд и сообщил о том, что он не придет, и таким образом выразил, по мнению Софии Особы, личное неуважение к суду и к ней в том числе. Ну, а то, что судебное заседание было перенесено из-за неявки Сулеймы, сейчас посмотрим тоже отрывок из репортажа. Ну вот, друзья, все, что мы посмотрели, это ярко свидетельствует о том, что именно адвокаты Зинченко, включая Игоря Сулейму, намеренно затягивают процесс, понимая неизбежность пожизненного приговора для их подзащитного. Группа Мусихиной продолжает
дезинформировать донаторов, чтобы продолжать сбор средств под ложным предлогом. Я призываю всех быть бдительными и не поддаваться на эту манипуляцию. Если у вас есть дополнительные факты или свидетельства, обращайтесь ко мне напрямую. С уважением, юрист Валерий Табаков. До новых встреч!